Дорогие друзья, я приветствую вас из солнечной Испании. Благодарю всех за интерес к моему каналу. Особое спасибо за лайки и комментарии. И, разумеется, отдельное спасибо моим постоянным зрителям за поддержку. Спасибо, друзья! Сегодня я приготовила небольшую финскую нарезку. Кому интересно, проходите, присаживайтесь, устраивайтесь поудобней. МВД Финляндии готовит законопроект, который значительно расширит полномочия по использованию биометрических данных. Сейчас в Финляндии полиция не может хранить отпечатки пальцев и фотографии подозреваемых бесконечно. В случае мелких правонарушений данные удаляются через 5 лет, а при более серьезных преступлениях максимум через 20 лет. Если человек оказался невиновен, его данные удаляют через 5 лет. Это сделано для того, чтобы граждане не зависали в полицейских базах навечно. Новый законопроект МВД разрешает использовать данные из паспортных и миграционных реестров, в которых содержится информация о 4 миллионах финнов и о сотнях тысяч иностранцев. Это затронет практически всех жителей страны. Биометрия будет применяться для раскрытия тяжких преступлений, борьбы с киберпреступностью, отмыванием денег и для предотвращения угроз нацбезопасности. Доступ к данным получат полиция, спецслужбы и армия. МВД обещает строгий контроль. Эксперты считают, что таким образом всех граждан начнут рассматривать как потенциальных преступников. По оценкам, биометрия поможет раскрыть лишь 10 преступлений в год, а изменения затронут практически всех граждан. В 2009 году полиция уже пыталась получить доступ к таким данным, но тогда это предложение отменили. Сейчас его аргументируют тем, что доступ будет только для расследования серьезных преступлений. Однако практика показывает, что со временем такие полномочия начинают использоваться шире, чем планировалось. Законопроект отправлен на рассмотрение, а его окончательное принятие ожидается в августе. Основной вопрос – как соблюсти баланс между безопасностью и правом на частную жизнь? Где провести черту, чтобы не прийти к тотальной слежке, как в Китае? Опять в Финляндии высокопоставленный полицейский покончил с собой на рабочем месте. В ноябре прошлого года полицейский из охраны президента Финляндии Александра Стубба застрелился в служебном помещении в резиденции президента, когда тот с семьей проводил выходные дома. На прошлой неделе высокопоставленный полицейский застрелился на рабочем месте в полицейском управлении. Обычно СМИ не сообщают о случаях самоубийства, но на этот раз ситуация исключительная. Самоубийства произошли на рабочем месте и были совершены высокопоставленными полицейскими. По мнению экспертов, выбор места для самоубийства всегда является значимым и редко происходит случайно. Обычно он несет в себе сильное сообщение. Финская полиция и президент выразили соболезнования, а эксперты подчеркивают необходимость обсуждения психического здоровья сотрудников силовых структур. 31 января 13-летний подросток ушел лесами из Финляндии в Россию и там был задержан. Финская сторона попросила вернуть подростка. Финские СМИ выдвигали теории, что мальчика могут использовать для шантажа в деле Тардена. Потом финская сторона подозрительно замолчала, потому что случился конфуз. Оказалось, что мальчик из семьи украинских беженцев не заблудился, а сбежал в Россию. Свой побег он объяснил недовольством условиями жизни в Финляндии, в том числе конфликтами с другими беженцами из азиатских и африканских стран. Дальше больше. Выяснилось, что мальчик с матерью переехал с Донбасса в Самарскую область, и в 2022 году они оба получили российское гражданство. При этом подросток сказал правоохранителям, что он не знал о гражданстве. Так как парень гражданин России, а Россия не выдает своих граждан, то забрать несовершеннолетнего может только его законный представитель. Мать ребенка сказала, что у ней немає грошей, чтобы приехать за сыном на Петербург. МИД Финляндии воздержался от комментариев. Запасаемся попкорном.
Похоже, что обмен Тардена не очень интересует российские власти, и они разбазаривают обменный фонд. Несмотря на закрытую с 2023 года границу между Финляндией и Россией, пограничники договорились о возвращении охотничьих собак, которые сбежали из Финляндии, незаконно перейдя границу, в Россию. Более того, в Финляндии выдадут щенков собаки Рансу, которая сбежала в Финляндию из приюта в Светогорске и несколько месяцев скиталась по финским лесам, не давая себя поймать. Собаку назвали Рансу, и вся страна волновалась о ее судьбе. Отслеживать собаку было очень трудно, она избегала людей, что, учитывая ее прошлое, совершенно понятно. В конце концов, в январе волонтерам удалось отловить Рансу, и она уже обрела новый дом. Ее щенки переедут в Финляндию по воссоединению с семьей. Рансу, поздравляю! Большинство врачей госсектора Финляндии готовы работать по модели семейного врача. По данным опроса Ассоциации врачей, 50% респондентов очень заинтересованы в работе по модели семейного врача, 32% довольно заинтересованы, 11% не были особо заинтересованы и 7% совершенно не заинтересованы в работе по этой модели. Модель семейного врача предполагает, что пациент всегда будет обращаться к одному и тому же врачу, а врач будет отвечать за определенную группу жителей. Эта модель широко распространена в Европе, и в Финляндии она действовала в 90-х годах прошлого века, но врачи разбежались из-за перегрузки. Сейчас правительство вновь рассматривает введение этой системы. Однако врачи беспокоятся о возможном увеличении нагрузки. Они готовы работать по новой модели, если смогут контролировать количество пациентов. Что означает тщательная уборка арендованной квартиры, пришлось разбираться суду. Арендодатель счел, что квартира убрана недостаточно хорошо и удержал 738 евро из залогов в 1660 евро. Среди претензий были грязный пергамент в духовке, мусор под холодильником, пятна в шкафах и пыль на дверных косяках. Арендодатель также указал на кошачью шерсть и неубранные поверхности в ванной комнате. Клиринговая компания целый день убирала квартиру и выставила счет на 740 евро. Суд первой инстанции встал на сторону арендодателя, посчитав, что уборка была недостаточной. Иск 20-летнего арендатора был отклонен, и его обязали оплатить судебные издержки арендодателя 5000 евро. Апелляционный суд рассмотрел дело и пришел к выводу, что в договоре не было четкого определения тщательной уборки. По принципу толкования договоров в Финляндии неясные формулировки трактуются в пользу арендатора, поскольку договор составлял арендодатель. Кроме того, суд отметил, что уборка под холодильником не является стандартным требованием, а оставшиеся пятна – это несущественные недостатки после 15 месяцев аренды. Суд постановил, что арендатор убрал квартиру в достаточной мере, а арендодатель не имел права удерживать залог. В итоге арендодатель обязан вернуть полную сумму залога и оплатить судебные расходы арендатора. Вместо 740 евро удержанного залога он потерял почти 18 тысяч евро. Решение суда пока не вступило в силу, арендодатель может его обжаловать. В этом деле безусловный победитель – это клиринговая компания. 740 евро в день – это серьезная заявка. Фирма веников не вяжет. Ну и опять такси. Правительство собирается уменьшить разгул таксизма в результате реформы 2018 года и готовит новую реформу. По данным СМИ, истинные финны хотят сделать обязательными таксометры и цветные номерные знаки. Коалиционной партии эта затея не нравится. Директор финского подразделения компании Bolt Микаэль Усивори заявил, что обязательное введение цветных номеров и таксометров ухудшит доступность такси и повысит стоимость поездок. По мнению Ассоциации такси, эти меры будут выгодны как для клиентов, так и для добросовестных предпринимателей. Реформа включает многочисленные изменения и в ближайшее время будет вынесена на этап консультаций. А на этом, дорогие друзья, я с вами прощаюсь, благодарю за внимание и до новых встреч. Всем пока!